Натана всегда привлекал поиск потерянных вещей, поэтому он часто исследовал уединенные уголки своего города с помощью металлоискателя. Но прежде чем мы начнем наш рассказ, нажмите кнопку «Нравится». Не забудьте подписаться и нажать колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Однажды солнечным утром, когда он шел по заросшему кустарникам участку, его металлоискатель внезапно яростно запищал. С бешено колотящимся сердцем Натан начал раскопки и наткнулся на то, что даже не мечтал найти. Когда Натан раскопал что-то похожее на самолет, опознавательные знаки и метки рассказали ему шокирующую историю, заставив его побледнеть от изумления. Натан взволнованно воскликнул, когда его металлоискатель вышел из строя. Он уже нашел великолепные винтажные часы в нескольких метрах дальше по дороге и был взволнован, увидев, что нашел на этот раз, но, покопавшись в грязи руками, понял, что они намного больше, чем он предполагал. Он достал из рюкзака маленькую ручную лопатку и начал осторожно разгребать грязь. Наконец, после почти целого дня работы по удалению грязи и сажи, Натан отступил на несколько шагов, чтобы взглянуть на то, что он раскопал. Это был небольшой летательный аппарат. Солнце быстро клонилось к закату, поэтому Натан отметил свое местоположение на Google Maps и, сделав несколько фотографий, отправился домой. Завтра он собирался вернуться, чтобы еще раз взглянуть на снимок. Когда он приехал домой, адреналин все еще бурлил в его крови. Он задумался, кому ему следует позвонить. Было ли это делом полиции, поскольку крушение самолета могло означать преступление? Или ему следовало позвонить в музей? Но потом до него дошло, что ему не дадут продолжить расследование, как только он пригласит вторую группу. Поэтому Натан решил пока сохранить свою находку в секрете. На следующий день Натану не терпелось вернуться. Он отпросился на работу, сказавшись больным, и ни свет ни заря вернулся на указанное место. Когда он прибыл на место, утреннее солнце освещало капли росы. Зрелище было почти волшебным. Первое, что бросилось в глаза Натану, была какая-то надпись на борту самолета, которая, как ему показалось, была ему откуда-то знакома. Натан сфотографировал все, включая странные отметины и царапины на самолете и его окрестностях. Окружение. Он чувствовал себя настоящим детективом. Натан был погружен в свои мысли, когда вдруг услышал позади себя шорох. Опасаясь, что это может быть полиция, Натан быстро нашел место, где можно спрятаться. Он затаил дыхание, наблюдая, как из кустов вышли двое мужчин, тихо переговариваясь друг с другом. Они явно не были полицейскими, но и выглядели не очень дружелюбно. Похоже, что ни один из этих людей не в первый раз видел самолет, поскольку они снова начали укрывать его листвой. Натан наблюдал за происходящим с нетерпением, любопытство в нем было сильнее страха. «Может быть, нам нужно передислоцировать самолет?» «Давайте спросим босса», — сказал один из мужчин. Натан подождал, пока не стихнут их шаги, и только потом выполз из своего укрытия. Он отодвигал слои листьев и веток, пока самолет снова не оказался на виду, обнажив характерные отметины, которые он заметил ранее. Натан подошел ближе к самолету, изучая каждый уголок и щель. Он осмотрел кабину пилотов, нажимая на козырек, пока тот, наконец, со скрипом не открылся. Он осмотрел потертое кожаное сиденье и потрескавшиеся циферблаты. Его пальцы скользнули по пыльным кнопкам управления. Он знал, что эта находка необычна,
и ему нужны были ответы. На панелях крыльев было несколько глубоких царапин, и он заметил что-то незакрепленное, что могло содержать скрытую информацию. Осторожно отодвинув незакрепленную металлическую панель, Натан обнаружил пыльный бортовой журнал, зажатый между двумя опорными балками. Дрожащими руками он открыл его и обнаружил страницы, заполненные заметками, подписями и картами. Он быстро сфотографировал бортовой журнал, прежде чем положить его в рюкзак, горя желанием раскрыть его секреты. Натан наклонился, чтобы рассмотреть опознавательные знаки самолета, стер грязь, чтобы разглядеть частично скрытый серийный номер. Он записал его, затем отступил, чтобы сделать еще несколько снимков. Надежно спрятав бортовой журнал в сумку, Натан бросился обратно к своей машине. Вернувшись домой, он сразу же направлялся к компьютеру и начинал копаться в военных документах и базах данных. Он начал сравнивать опознавательные знаки с теми, что были в военных документах и базах данных о самолетах. Проходили часы, пока он просматривал бесконечные записи, отмечая сходство то тут, то там, но ничего убедительного. Натан напрягал зрение, просматривая изображения самолетов и их опознавательные знаки. Несмотря на многочасовые исследования, он не продвинулся ни на шаг, так как не смог найти четкого соответствия опознавательным знакам. Он потянулся, чувствуя, как болит спина от сидения, сгорбившись. Была почти полночь, а он лишь слегка сузил круг возможностей. Утром, когда Натан отправился в город, он начал расспрашивать окружающих о старых авиакатастрофах. Он посетил местную закусочную, поговорил с завсегдатаями и заглянул в историческое общество. Люди упоминали о самолете-призраке, который исчез в близлежащем лесу, но это были скорее легенды, чем факты. Чтобы получить реальные ответы, он обратился к историческим записям. В библиотеке Натан порылся в архивах и вскоре нашел газетные статьи 1960-х годов о пропавшем самолете. Подробностей было мало, но позже появились упоминания о военных действиях в этом районе, когда солдаты оцепили часть леса. Некоторые предположили, что правительство что-то скрывало. Желая провести расследование, Натан собрал свое снаряжение и приготовился вернуться на место крушения, намереваясь задокументировать каждую улику. Но по мере того, как он копал глубже, стали появляться странные предупреждения. Анонимные письма призывали его прекратить расследование, а таинственные телефонные звонки требовали, чтобы он оставил сайт в покое. Его интернет-соединение стало неустойчивым. Были ли это совпадения или преднамеренные угрозы? Поняв, что за ним следят, Натан принял дополнительные меры предосторожности. Он стал записывать свои находки от руки в закрытый журнал и использовал зашифрованное хранилище для конфиденциальных файлов. Он менял места проведения исследований и ограничивал время, проведенное в сети, удаляя историю посещений браузера после каждого сеанса. Несмотря на риск, он продолжал работать. Вооружившись биноклем и фотоаппаратом, он нашел скрытую точку наблюдения на близлежащем горном хребте. Несколько часов он провел в лунном свете, пока его внимание не привлекло какое-то движение. Бесшумно подъехали автомобили без опознавательных знаков. Появилась группа мужчин со сканирующим оборудованием, которые, двигаясь с точностью, осматривали обломки. Натан внимательно наблюдал и документировал все происходящее. Мужчины сосредоточились на конкретных участках,
особенно на хвостовой части и кабине пилотов. Они взяли пробы грунта и собрали мелкие фрагменты в пакеты. С приближением рассвета команда быстро собрала вещи, погрузив оборудование в машины. Через несколько минут они исчезли, не оставив никаких следов своего присутствия. Натан оставался в укрытии, дожидаясь, пока стихнет последний звук двигателей, прежде чем выйти. Здесь должно было быть что-то, что стоило прятать. Понимая, что ставки высоки, Натан собрал свои записи и начал систематизировать то, что ему было известно об опознавательных знаках самолета и бортовом журнале. Составляя карту, Натан увидел продуманный маршрут. Каждая остановка — часть более масштабной разведывательной работы. Анализируя обломки и их местоположение, Натан размышлял о судьбе экипажа. Имел. Были ли они перенаправлены в связи с чрезвычайной ситуацией, или за их исчезновением стояла неизвестная сила? Быстрое сокрытие информации свидетельствовало о том, что миссия носила крайне деликатный характер. Его решимость окрепла. Он должен был докопаться до правды. Вооружившись своими заметками, Натан спланировал свои дальнейшие действия. Он собрал все необходимое — фонарик, бортовой журнал и фотоаппарат — и еще раз посетил место крушения, изучая разметку и разбросанный груз. Каждая зацепка имела значение. Затем, после дальнейших исследований, он опознал на самолете опознавательные знаки секретного военного подразделения, специализирующегося на шпионаже. Эмблема принадлежала группе, участвовавшей в секретных операциях. Их история была окутана завесой секретности. Чем глубже он копал, тем яснее становилось. Этот самолет сыграл решающую роль в секретных разведывательных операциях на разных континентах. Но почему миссия была отменена? Последствия были ошеломляющими. При исполненной решимости он спланировал свой следующий шаг. Он должен был подтвердить свои теории, прежде чем решить, как поступить с полученной информацией. Вооружившись перчатками, инструментами и фонариком, он вернулся к месту крушения ночью, двигаясь осторожно. Самолет разлагался, но он был уверен, что там можно найти еще что-то. Его фонарик осветил кабину пилотов и фюзеляж в поисках скрытых отсеков. Затем под кабиной пилотов он обнаружил скрытую панель. Пыльная, но не поврежденная, она со щелчком открылась, открывая секретное хранилище. Внутри были металлические контейнеры, которые стояли не на своем месте и были намеренно спрятаны. Пульс Натана участился, когда он осмотрел их. Среди содержимого он обнаружил устаревшее оборудование для наблюдения, помеченное теми же знаками отличия воинских частей. Но один предмет выделялся — запечатанный контейнер с символом биологической опасности. Его наличие подтверждало наличие специальной миссии, скорее всего, связанной с биологическим наблюдением. Пришло осознание. Это был не просто сбор разведданных. Самолет был частью операции времен Холодной войны, которая включала биологический мониторинг. Судя по тому, что канистра была запечатана, к ней не прикасались десятилетиями. Натан сделал фотографии, задокументировал все, прежде чем аккуратно положить их на место. Теперь у него был ключ к разгадке давно хранимой тайны. Следующим шагом было решить, что с ними делать. Задание было настолько секретным, что истинное назначение самолета было скрыто под слоями секретности. Натан понимал важность своего открытия.
ведь оно могло изменить представление людей о тех напряженных десятилетиях истории. Натан стоял у места крушения, осознавая масштаб того, что было скрыто от мира. Ошеломленный, он боролся с этикой раскрытия этой информации. Должен ли он раскрыть правду, или это принесет больше вреда, чем пользы? Он попытался систематизировать свои выводы, понимая, что должен быть осторожен с тем, что раскрывает. Осматривая потайной отсек, он внезапно столкнулся с двумя мужчинами, правительственными агентами. Они преградили ему путь, не сводя глаз с оборудования для наблюдения в его руках. «Это секретная информация», — сказал один из них. Натан заколебался, но не опустил оборудование. Пока агент осматривал обломки, в воздухе повисло напряжение. «Что вы здесь делаете?» — спросил второй агент. Они объяснили, что следили за объектом, чтобы найти все оставшиеся секретные материалы. Взяв канистру и оборудование из рук Натана, они аккуратно поместили их обратно в отсек. «Этот район представляет угрозу национальной безопасности», — заявил один из агентов. «Мы не можем допустить, чтобы секретные материалы просочились наружу». Натан слушал, как они подробно описывали миссию самолета, его связь с разведкой времен Холодной войны и потенциальные глобальные риски раскрытия информации. Самолет был частью операции по биологическому наблюдению, которая по какой-то причине была стерта из истории. Если его разоблачат, это может разрушить хрупкие союзы и нарушить десятилетия дипломатической стабильности. Оказавшись перед выбором, раскрыть или скрыть правду, Натан расхаживал взад-вперед, ощущая тяжесть слов агента, давивших на него. Они не угрожали ему, но их послание было ясным. Если он поделится тем, что, как он знал, могло иметь серьезные последствия. Он понимал их позицию, но его собственные принципы отступали. Мир имел право знать, не так ли? Агенты предложили сделку. Если он будет хранить молчание, они обеспечат, чтобы ситуация была урегулирована ответственно, без ненужных последствий. Натан глубоко вздохнул, обдумывая серьезность своего решения. Он в последний раз взглянул на обломки, проведя пальцами по треснувшему металлическому каркасу. В конце концов он торжественно кивнул им. Он сохранит тайну. Агенты действовали быстро, обеспечив безопасность объекта и уничтожив все следы операции. Они запечатали секретные материалы в тяжелые контейнеры, убедившись, что ничего не осталось. Через несколько часов самолет исчез. Ангар лишился своих тайн, как будто их никогда и не существовало. Натан постоял там мгновение, ощущая тяжесть того, что только что произошло. Он раскрыл правду, о которой мало кто когда-либо узнает, но предпочел оставить ее в тайне. Это было правильное решение. По крайней мере, так он сам себе сказал. Уходя, он положил в карман небольшой фрагмент эмблемы самолета, личное напоминание об истине, которую он увидел мельком, но никогда не смог бы поделиться. Дома он положил эмблему на стол рядом с бортовыми журналами. Путешествие изменило его, показав хрупкий баланс между историей, секретностью и стремлением к истине. Он откинулся на спинку стула, все еще погруженный в свои мысли, зная, что прикоснулся к теням истории и что история коснулась его в ответ. Коснулась.